Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Четверг, 15 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы говорим исключительно о поиске точек входа в начале тренда. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал. Ссылочки будут в описании. Предлагаю приступить к аналитике. Что ж, вчера был важный день. Было принято решение по новой процентной ставке в США, которая получила увеличение на 50 базисных пунктов, и в данный момент времени новая ставка составляет 4,5%. Накануне у нас была важная новость по американскому индексу потребительских цен, который составил 7,1%, то есть ниже прогнозных ожиданий, что придало дополнительный импульс на рынке. Следующее заседание ФРС по процентной ставке нас ожидает в феврале месяце. На сайте CME Group можно наблюдать за тем, что происходит в настоящий момент времени. То есть здесь можно смотреть, как участники рынка предполагают, что увеличится следующая процентная ставка. То есть в данный момент времени ставка составляет 4,5%, и 74% участников ставят на то, что следующее повышение процентной ставки составит 25 базисных пунктов в феврале месяце и 25 базисных пунктов в марте. Безусловно, это все будет делаться на основании тех отчетов и новой статистики, которую мы будем видеть в новом году уже в январе. Поэтому за этим моментом мы будем достаточно много наблюдать. Итак, экономический календарь на сегодня достаточно тоже заряжен. Во-первых, нас ждет также повышение процентных ставок по еврозоне. Безусловно, это будет оказывать влияние на участников рынка. В 16:30 ждет важная статистика по Америке очередная. Это и базовый индекс розничных продаж, и число первичных заявок на получение по безработице. Этот год у нас знаменуется высокой инфляцией, следующий год у нас будет знаменоваться высокой безработицей. Поэтому я предупреждаю также всех, что за этим фактором, за этим моментом, за этой статистикой надо наблюдать. Потому что прежде всего в борьбе с инфляцией в том числе и помогает безработица. Чем безработица выше, тем меньше предполагается уровень инфляции. Потому что люди меньше зарабатывают, соответственно меньше тратят и возвращают деньги назад в экономику. Поэтому наблюдаем за этим моментом. Итак, Пауэлл вчера, собственно говоря, ставку-то они подняли в рамках прогнозных показателей, но потом выступление Пауэлла все свелось к тому, что все равно ФРС продолжает бороться активно с инфляцией. Она показывает пока первые шаги, но тем не менее и ужесточение в следующем году никто не отменял, и деньги никто не собирается печатать. И это надо четко понимать, что следующий год будет знаменовать большое изъятие ликвидности из экономики Америки. Порядка $1 триллиона планируется изъять. Ставки планируют повышать как минимум до первого полугодия 2023 года. Соответственно, индекс доверия потребителей будет также снижаться, что будет вызывать сильнейший отток, сильнейшее снижение потребления в мире в целом. В частности, я сейчас говорю про Америку. И, соответственно, можно понимать, что, в принципе, это драйвером роста для экономики и в частности, меня интересует рынок криптовалют. Их достаточно мало, и это надо понимать. Итак, перед глазами индекс доллара. Вчера он получил дальнейшее нисходящее движение. Мы видим, что на данных CPI у нас был первичный импульс. Вчера было небольшое снижение, но мы с вами видим, что индекс доллара зажимается в клине. Клин никуда не делся, он никуда не пропал. Соответственно, мы подходим к его завершению, к его формированию. Да, мы можем еще запиливать этот боковик вплоть до середины следующей недели, но по техническому анализу, если смотреть, куда нас может вывести это боковик, это коррекция, вернее, к этому импульсу, ко всему этому снижению, которое идет у нас от 110 пунктов, мы с вами можем получить достаточно значимую коррекцию вплоть до 109 пунктов. То есть это надо в голове держать. Соответственно, мы понимаем, что если индекс доллара начнет корректироваться, то, безусловно, это будет оказывать давление на рынок криптовалют. В данный момент времени американские фьючерсы минусуют.
0,2%, мы видим, что вот вся динамика положительного роста, вот эти импульсы, они в принципе, можно сказать, поглощены. То есть мы идем в боковом канале, мы стоим на сопротивлении, мы очень сильно отросли, и в этом смысле уже все положительные новости в цене заложены. Перед глазами индекс Dow Jones, который стоит пока на верхотуре всего этого движения. Да, нам осталось в принципе не так-то много до хая, но тем не менее как бы я бы поумерил пока позитив в этом смысле, что если начнет коррекция идти по индексу доллара, безусловно фьючерсы начнут снижаться. Индекс S&P 500 также получил сопротивление на трендовой линии. Безусловно, мощнейший уровень сопротивления $4200, но пока мы видим, что цена отбилась от этой трендовой, начинает, как бы пока идет некая консолидация, проторговка, но опять-таки ввиду того, что индекс доллара может пойти на коррекцию, безусловно, это может оказать давление на все абсолютно фьючерсные показатели. NASDAQ, собственно говоря, то же самое показывает динамику, как и S&P 500. Ничего нового мы тут в принципе-то не видим. Все то же самое. Значит, доминация биткоина. Изобразил, значит, данную бабочку паттерн. Вчера показывал ее. Да, мы видим первичную реакцию на уровне Fibonacci 1.618. То есть были продажи по самому биткоину, собственно говоря, это было видно и по всплеску той активности, которую монета получила на отметке 18400. Сейчас может быть повторный ретест этой зоны, но в целом мы подошли к уровню сопротивления в 42%. Соответственно, это тоже может вызвать определенную коррекцию на биткоине. Это надо тоже понимать. Значит, вечно расти мы не можем, соответственно, по определенным техническим параметрам, показателям мы должны отправиться на коррекцию. Смотрим, наблюдаем за этим моментом. Следим внимательно. USDT доминация. В принципе, никакой динамики особо резкой не показывает. То есть, сегодня сутки начались плюс 0,8%. Одновременно, кстати, тотал снизился на 0,7%. Соответственно, деньги из альткоинов начинают опять пересекать в доминацию USDT. Что же сам биткоин? Давайте рассматривать, что вчера произошло, в принципе, закономерное вынос, опять-таки, тела наверх, но была получена реакция на уровне $18400, и реакция была достаточно такая бодрая. Там стояло достаточно много лимитных игроков, которые отправили цену как минимум на понижение. Будет ли это коррекция или это какая-то будет у нас локальная смена тренда, будем смотреть. Пока у нас очень важный уровень поддержки, это $17600. Если посмотреть на коротком таймфрейме, то в эту область ценовых значений идет и трендовая линия, которая идет у нас вот от этого минимума, от двух этих минимумов, да, которые задают тренд, собственно говоря. Первичная реакция отскока получилась именно около этой трендовой. Понятно, что где-то мы находимся в зоне поддержки, но опять-таки надо понимать, что у нас есть две зоны дисбаланса, H1, H4, и есть глобальная, более глобальная у нас поддержка. Безусловно, чтобы собрать интересную ликвидность, продавцу надо сходить и потестировать эти зоны. Если биткоин удержится на этих отметках, то в принципе мы имеем все шансы пойти опять в зону повыше, в зону 18500 долларов, $18700, и более глобальная зона интереса это 19200, она же совпадает с 61 уровнем по Фибоначчи. Но надо также важно отметить, что у нас есть зеркальный уровень на отметке $18200, это та отметка, которая выступала долгое время у нас поддержкой, сейчас это является у нас сопротивлением. Значит, поэтому в моменте, конечно, надо наблюдать, как будет себя вести цена по биткоину. Сейчас мы посмотрим на 5-минутном графике, что можно ожидать сегодня, какие движения. Мы видим с вами, я сейчас удалю более важное. Значит,
Вчера биткоин получил сильную реакцию продавца. Мы видим, как цена отбилась у нас от отметки фактически 18400. Мы сходили на 17700 долларов. И я тут писал, что мы когда подходили к 38 уровню, что это является достаточно сильным уровнем сопротивления, и тренд может развернуться. Собственно говоря, мы увидели первичную реакцию продавца здесь, дальше ночную проторговку и заход в 27-ю зону по уровню Фибоначчи. Сейчас цена пытается достаточно вяло показывать какое-то восходящее движение, но опять-таки я понимаю, что рынок за несколько дней достаточно сильно подвыдохся. И для того, чтобы перезарядить ружье, надо немножко постоять в боковике, набраться сил и понять, куда мы можем пойти. Безусловно, зона сильная продаж сейчас находится на отметках возле наших хаев 18300, 18200 плюс-минус. Соответственно, если цена сейчас с текущих отметок пойдет отбиваться и пойдет тестировать опять эту зону продавца, то безусловно какую-то реакцию можно увидеть будет здесь, потому что здесь опять-таки зона дисбаланса, мы пролетели этот объем и, что называется, не заметили его. Поэтому если покупатели будут идти из текущих отметок, опять наберутся сил, если такое случится, я в это, конечно, мало верю, но если такое случится, то биткоин можно ожидать, если он придет на эти отметки, там нужно будет смотреть за очередной реакцией продавца. В целом, конечно, более глобально биткоин может спуститься ниже, протестировать те самые интересные зоны, где у него есть дисбаланс внизу. Поэтому, безусловно, покупки с текущих отметок, они как минимум не актуальны. При снижении в область 17500 долларов и 17200, при снижении в эти области нужно смотреть за реакцией покупателя. Лично мое мнение это то, что цена должна немножко постоять в боковом движении и отдохнуть, для того чтобы понять, куда рынку интересно идти дальше. Безусловно, если мы будем подходить к этим отметкам, нужно следить за реакцией продавца. И здесь самая короткая зона для стопа, то есть здесь можно искать какие-то, безусловно, шортовые позиции, собственно говоря, как и лонговые, можно искать из этих зон при наличии импульса на покупку, при наличии импульса покупателя. Эфир. График, в принципе, достаточно схож с графиком биткоина. Мы чуть-чуть не долетели до отметки 1374. У нас есть трендлайн, возле которого сейчас стоит цена. Понятно, что в этом ключе эфир может двигаться точно так же, как и биткоин. Основные уровни поддержки у эфира, если выделить, это в район 12070 долларов. Простите, 1270. 1250. Все будет зависеть от того, какое движение будет показывать в моменте биткоин. Безусловно, есть зоны дисбаланса и внизу, но об этом пока говорить рано. То есть, если мы будем, конечно, закрепляться телом ниже 1220, безусловно, нас будет ожидать снижение на 1170 и, возможно, даже на 1090. Пока об этом говорить, конечно, преждевременно. Я еще раз говорю, что рынку надо немножко отдохнуть для того, чтобы понять, что будет происходить в моменте. Тем более с учетом, что сегодня у нас будет повышение процентных ставок по европейской зоне. Безусловно, какое-то влияние это может оказывать на участников всего рынка. Все, ребят, я думаю, что локальную ситуацию мы рассмотрели. Если дальнейшее общение, безусловно, мы продолжим в рамках телеграм-канала. Если будут появляться какие-то интересные сетапы, я, безусловно, буду публиковать их у себя на канале. Поэтому всем хорошего дня, всем профита, всем пока.